Приветствуем, друзья! И канал Masters of Body снова с вами. И сегодня подошло время к третьей тренировке, которую мы адресуем для наших прекрасных дам. Как вы помните, в первых двух мы прорабатывали и ноги, и грудные мышцы, и спину. И вот пришла очередь проработать плечи, зону декольте, конечно же ручки, немножко также зацепим пресс и добавим немножко статики. Эта тренировка также будет направлена на максимальное сожжение, сжигание, удаление, уничтожение ваших калорий. Подтянем необходимые детальки, которые добавят вам красоты, зарядит вас бодростью, энергией и прибавит хорошего настроения. Как видим, сегодня с нами Лена. Как всегда, тренировочку начинаем с кардиоразминки. И после того, как вы 5-10 минут разомнетесь, обязательно переходим к суставной разминке. И первое упражнение, первый суперсет нашей сегодняшней тренировки – это гиперэкстензия. А дополнять мы это упражнение будем планочкой. Но выполнена она будет на ровных руках, в двух разных стойках, положениях. И сейчас я вам объясню, что, зачем и почему. Таких подходов мы выполним 2. И гиперэкстензии будет по 15 повторений, а статика от 30 до минуты. Тут уже, так сказать, по вашему желанию, по вашей кондиции, по вашим возможностям. И первые полминуты или минуту в статике мы находимся именно вот с таким расположением рук. То есть руки широко, ноги узко, корпус ровный. И главное, как говорил наш доктор Олег Борисович, обязательно глубоко дышать. Что мы добиваемся таким расположением рук? Мы максимально статично включаем грудные мышцы, также плечи, то есть подготавливаем к дальнейшей силовой работе. И второй подход также. Аккуратненько растягиваем спину, подготавливаем к дальнейшей силовой работе. Выполняем 15 повторений. Кому мало собственного веса, можно взять небольшое отягощение. И переходим после этого подхода в статику. И вторая стойка, руки узко, ноги широко, смотрим прямо, таз чуть пониже опускает. И теперь мы активно напрягаем, разогреваем трицепсы, середина грудных, также плечи, естественно пресс, спина работают. И простояв полминуты или минуты, теперь, чтобы дать еще и дополнительную растяжку поясничному отделу и задней поверхности бедра, выходим через собаку мордой вниз, что мы рекомендовали в ранее наших выпусках. Дополнительный стретчинг никому не помешает, особенно женщинам, девушкам. И так потихоньку выходим в исходное положение, без резких движений, чтобы не было головокружения. Итак, второй суперсет у нас будет состоять из жима гантелей под углом 30 градусов и скамьи для пресса, где мы будем начинать прорабатывать ваш живот. Значит, обратите внимание на нюансы. Предплечья всегда должны быть перпендикулярны в нижней точке и в верхней точке. Когда мы выводим гантельки вверх, мы сводим грудными мышцами. То есть про сами гантели мы не думаем. Грудные мышцы сомкнули, внизу на вдохе растянули. Сомкнули, растянули. Для чего нам нужно это упражнение? Во-первых, верх грудных
Это всеми любимая женщинами зона декольте. Замедляем процесс старения зоны декольте и, возможно, даже омолаживаем. Во-вторых, мы уже подключаем переднюю дельтовидную мышцу, что также есть целью нашей сегодняшней тренировки. Ну и в-третьих, трицепс уже работает. Все красиво, и это действительно тяжелое упражнение, которое также сжигает ваши калории вместе со следующим. И правильно, сейчас он, наверное, покажет, как ставить гантельки в исходное положение. Раз. И вторая половинка этого суперсета, как мы уже сказали, это пресс, который мы будем прорабатывать на скамье для пресса. Это упражнение одно из самых основополагающих для формирования вашей, для мышц брюшного пресса. То есть не надо путать его с моментами жиросжигания. То есть мы не пытаемся сжечь жир в районе живота, это делается совсем другими методами. Мы именно строим красивый ваш животик. Для этого выбрали самый большой угол наклона, то есть амплитудное движение, и сейчас покажу вам, как это делается. Исходное положение, позвоночник округлен, то есть мышцы уже включены. Теперь медленно, плавно раскатываемся по скамье. Растянули мышцы живота, но ни в коем случае не путайте с расслаблением, растягиваем, не расслабляемся. И округляем опять спину, и мышцами живота приводим корпус в исходное положение. Но не наваливаемся, ошибка, на колени. В этот момент у вас мышцы наоборот расслабляются и растягивается поясничный отдел. Это ошибка. Вот исходное положение. И продолжаем. Подбородочек прижат, глаза все время смотрят на свой живот. Округляемся. Выдох. Также нижняя точка помогает за счет растяжения хорошего сделать огромный вдох. Это полезно для сердца. И выдох. И именно в такой амплитуде вы проработаете от низа живота, вот сейчас он включается, и до самого верха построите красивые мышцы брюшного пресса, что и будет залогом вашей фигуры и в дальнейшем даже красивой талии. И, как я уже сказал, эти два упражнения у нас сегодня являются одними из основополагающих, поэтому выполнять будем по 4 подхода, где-то по 12-15 повторений. Еще раз обращаем внимание, в нижней точке угол локтей не должен быть острым. Вот держим перпендикуляры. И плавненько поджимаем, прокачиваем движением вверх. 12-15 повторений выполнили. И переходим снова на скамью для пресса. Итак, друзья, следующее упражнение. Формируем среднюю дельтовидную мышцу, то есть делаем плечи округлыми красивыми. Для этого всем знакомое упражнение — подъем гантелей в стороны, от бедер. Для чего мы это делаем? Чтобы подрезать нижнюю часть, сделать ее более красивую. Но так как мы стартуем с мертвой точки, вес будет небольшой, количество повторений около 15, то есть плечо будет округлым, красивым, сформированным, но не огромным. Поехали. Выдох. Вдох. Обратите внимание, вот. Она правильно делает, вы должны в зеркало увидеть свою дельтовидную мышцу. Кисть не зажимать, внизу растягивается и вверх включается. При относительно небольшой амплитуде, как видите, плечико прорабатывается максимально красиво, удобно. Выше поднимать не нужно, чтобы не перегружать ключичный сустав, акромиальный отросток. Вот. А в этом положении, как я уже говорил, выполняем 15 повторений, можно больше, лишь бы не меньше. Отсюда вес небольшой и выдох, вдох. Движение должно быть соответствовать такту вашего дыхания. Итак, вторая часть нашего суперсета — это также статика, но теперь она будет направлена на нижнюю часть тела, и делаем упражнение, которое можно так образно назвать наездник или в данном нашем случае наездница. Выставляем ноги максимально удобно для вас, чтобы вы могли в этой стойке, так называемой, простоять как можно дольше времени. То есть минута-полторы для ног, может даже 2. Присаживаемся. Сеть делаем достаточно глубокий, но не травмоопасный. Теперь подключаем плечевой пояс. Ручки в сторону, сжали кулаки, большой палец направили вверх и развернули кулаки вниз.
Теперь вы видите, как у нас плечо также находится в статичном напряжении, весь плечевой пояс. Осаночка у нас замечательная, подбородочек повыше. И весь акцент чувствуем ягодичный и пятка. В таком положении сидим, как я уже сказал, минуту-две. Ну, начать можно с меньшего, довести можно до большего. Также благодаря именно задействованию нижней части тела, после относительно легкого предыдущего упражнения, мы продолжаем сжигать много ненужных килокалорий. Итак, следующее упражнение нашей женской программки называется жим Арнольда. Для этого занимаем исходное положение, гантельки вверх. И теперь начинаем с помощью такой дуги красивой обводить и сводим к центру. Для чего это надо? Чтобы проработать сразу и переднюю дельту, и среднюю. Опять же, упражнение получается с длинной амплитудой. Можно даже назвать его отчасти сложно-координационным, ну для кого как. Благодаря этому вес рабочий небольшой, то есть 3-4 килограмма, кто как сможет. И плечо сразу же работает в тандеме передней средней, то есть приобретает вполне себе красивую округлую форму, что для женских плеч очень важно. Гораздо важнее, чем сила и объем. Теперь еще один момент. Вывод гантельки в дугу также сопровождается подъемом. Так же, как и движение вниз, оно уже переходит в дугу к уровню подбородка. Свой подбородок мы видим, ниже не опускаем, ибо это перегружает суставы. Сильно высоко не держим, потому что это не дает достаточной растяжки для передней дельты. Эта амплитуда будет и безопасной, и эффективной. Еще раз. Дуга, подъем, опускаем в дугу на место. И таких выполняем от 12 до 15 повторений. И все это будет у нас в 3-4 подходах. Упражнение номер 5. Не все согласятся, что это женское упражнение, но по колоражу, по эффективности оно женщинам подходит не меньше, чем мужчинам. Называется швунг жимовой, взято из тяжелой атлетики. Исходное положение. Берем штангочку снизу, либо со стойки, кто откуда хочет. Берем на грудь. Ширина хвата удобная, не очень узкая, чтобы не перегружать трицепс, и не очень широкая. Локтики немножко смотрят вверх. Коленки чуть просели, таз немножко сзади. Теперь начинаем движение с хорошего подседа вниз и мощное движение вверх. Принимаем на грудь и слегка амортизируем коленями. Вернулись. Поправили локти, поясничку и опять подсед и мощно вверх. При движении вверх голова смотрит прямо, а не вверх. И для того, чтобы поймать равновесие корпуса, не перегружать поясничный отдел. Поехали. Просели, оп, зафиксировались, приняли на место. Чем важно это упражнение? Лена продолжает. Во-первых, нижняя часть продолжает работать. Естественно, тратится много калорий, потому что ноги самые энергозатратные наши мышцы. Во-вторых, благодаря ногам мы можем взять чуть больше вес, чем в том же жиме гантелей или в каком-либо любом другом фиксированном жиме. Поэтому, опять же, будет потрачен хороший колораж. Благодаря такому же большому весу штанги, здесь 15 килограмм, некоторые девчонки делают 20, хорошо включается тот же трицепс, который дает красивые руки, подтянутые и хорошо сформированные. И
Опять же, хорошо работает центральная нервная система. Упражнение также является сложно-координационным, поэтому разница между женской частью и мужской – это лишь в весе и в количестве повторений. Как мы уже говорили, здесь мы делаем от 10 до 15. Мужчины подобные упражнения выполняют, например, штангисты 2, 4, некоторые 6 повторений. Сегодняшний последний 3 сет начинается с обратных отжиманий. Ноги ставим перед собой. Главное правило: чем дальше, тем тяжелее, чем ближе, кто начинающий, тем легче. Ножки вместе, усложняем, носочки на себя. Теперь сошли со скамейки, подбородок не опускаем, не сутулимся. Движение вниз делаем до тех пор, пока у вас спина ровненькая и она не округлена. Вот. Угол локтей 90 градусов вам, девчонки, для этого упражнения будет вполне достаточно. Вот у нас хорошо растянулся трицепс, включился. Главное в нижней точке не заваливаться вперед. Все это делаем максимально вдоль скамьи. И таких выполняем от 10 до 15 повторений, кто сколько сможет. Когда мы заканчиваем это упражнение, сразу же переходим к растяжке трицепса. Здесь мы его забили. Растяжка у нас будет силовая, так называемая растяжка. Выполняем французский жим с гантелью сидя. Заняли исходное положение. Значит, здесь саму гантель не зажимать. То есть она у нас висит вот спокойненько, ходит. Теперь опускаем до уровня, пока гантель прячется за головой. В этот момент трицепс хорошо растянут, но сустав не перенапряжен. И выводим также запястьями вверх, аккуратненько. Растянули, вдох, выдох, зафиксировали. Таких выполняем также от 10 до 15 повторений, очень не спеша. И теперь, когда у нас трицепс и зажат, и растянут, ставим гантель и переходим, естественно, к бицепсам. Для этого мы выбрали скамью под углом 40 градусов. Для чего? Чтобы спина, если она уже была утомлена, была хорошенечко прижата. Руки внизу, бицепс растянут. Смотрим на свою технику. Кто уже уверен, в дальнейшем можно голову опускать для большей изоляции. Теперь, вот смотрите, Елена делает правильно. Локоть на месте, бицепс делаем супинацию. Посмотрите, покажи, как он крутится. Для чего это надо? Чтобы бицепс приобретал более хорошую шарикообразную форму, при этом не слишком прибавляя в объеме. Гантель доводим под грудь. Выше нам уже не нужно, здесь нет того напряжения. Сильно низко будет недостаточное сжатие, поэтому в принципе, как показывает практика, это оптимальная амплитуда. Внизу растянули, вверху зажали, довернули, то есть включили наружную, внутреннюю часть, создаем красоту. Также не меньше 15 повторений, здесь подбираем соответствующий вес, дышим, получаем удовольствие. И таких будет выполнено 3 сета. И в следующем подходе мы покажем небольшую вариацию по поводу французского жима и выполним его не с гантелью, а с блинчиком. Как показывает практика, многим женщинам это гораздо удобнее. Опять же, выполним 10, 12, кто-то 8 повторений обратных отжиманий. Сейчас Лена покажет, как можно сделать трицепс с блинчиком. Исходное положение такое же. Можно выполнить, если у вас есть скамья, называемый стульчик. Блинчик держим по бокам. Диаметр его позволяет. Кому-то, я говорю, это гораздо удобнее. Также по тому же принципу опустили его, спрятали за головой, но не провалили вниз, то есть руки на суставах, вес не висит. Сустав сейчас полностью растянут, трицепс расслаблен. Это не очень хорошо. В этом положении трицепс продолжает работать, при этом используется максимальная амплитуда. Вот эти самые труднодоступные части женского, да и вообще в принципе трицепса будут в работе. Поэтому так называемые флаги мы уберем раз и навсегда. И прокачиваем также от 10 до 15 повторений. И выполнив заданное количество повторений, также переходим на проработку бицепсов.
Теперь, когда мы прокачали дельту, трицепс, бицепс, естественно, женщинам очень важно потянуть проработанные мышцы. Во-первых, это поможет растянуть фасцию, улучшить кровообращение, соответственно, улучшит восстановление и просто добавит вам эластичности во избежание в дальнейшем каких-то травм. Вот как показывает нам Елена. Плечо подтянули, бицепс, трицепс. Вы можете добавлять, естественно, множество упражнений для стретчинга в конце. Это могут быть упражнения на коврике. И все те, которые мы показывали в более ранних наших выпусках, это всегда будет полезно, это всегда приветствуется после любой силовой тренировки. А мы благодарим вас за внимание. Надеемся, нет, мы уверены, что эта тренировка будет также для вас полезной. Хотим поблагодарить Елену, тренера спортивного клуба Orange и сам клуб, который с нами сотрудничает. Желаем вам удачи. С вами были Masters of Body, Елена, Дмитрий и я, Константин. До новых встреч!